Когда хочется быстрой, простой, душевной домашней выпечки, манник именно то, что нужно. Влажный, сочный и с очень ярким ароматом. Продолжайте смотреть, и вам будет очень вкусно. Всем привет! Меня зовут Галина Артеменко, и я думаю, что рецептом манника удивить кого-то довольно сложно. Но я придумала сделать его чуточку интереснее, не усложняя сам рецепт. В конце концов, прелесть манника как раз таки в простоте приготовления. Мой манник понравится всем, кто любит Рафаэлло, Баунти и все кокосовое, потому что он будет готовиться с кокосовой стружкой и без муки. Так что, если интересно, продолжайте смотреть. Для этого волшебного манника возьмите 1 стакан манки, это 200 граммов, у меня из твердых сортов пшеницы, 1 стакан кефира, это 250 граммов, 1 стакан кокосовой стружки, это 100 граммов, 150 граммов сахара. Также потребуется 100 граммов масла, у меня ароматное кокосовое, но можно взять и сливочное, 2 яйца и 1 чайная ложка соды. Первым делом смешайте манку с кефиром и оставьте на полчаса, чтобы она начала впитывать жидкость и разбухать. Если начать готовить тесто сразу, манка может остаться в маннике недоготовленной и будет неприятно чувствоваться на зубах. После того, как манка постоит, займитесь тестом. Тут все до безобразия просто. Растопите масло удобным способом, всыпьте в масло сахар и перемешайте. Затем вбейте в масляную основу яйца и смешайте венчиком до однородности. Следом отправляйте в тесто манку с кефиром, перемешайте. В завершение кокосовая стружка и сода. Всыпьте сперва стружку, затем соду и слегка перемешайте их между собой, чтобы сода распределилась более равномерно. Делать это можно и в отдельной емкости заранее, но сработает и так. Гасить соду не нужно. Реакция произойдет благодаря кислоте в кефире и высокой температуре во время выпечки. Про то, почему не нужно гасить соду уксусом в ложке, я писала на своем сайте. Ссылка в описании. Переложите тесто в смазанную форму для выпечки и готовьте при 175 градусах около 40 минут. В металлической форме он обычно готовится быстрее и получается более румяным. Поэтому следите, если будете использовать именно такую. Когда манник будет готов, дайте ему слегка остыть в форме. Так как в нем нет муки, он сочный и рыхлый, и нарезать его в горячем виде не очень удобно. В комментариях под этим роликом пишите, что думаете насчет моего рецепта. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Также подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной, и нажимайте на колокольчик. Впереди у нас еще очень много вкусного. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».